Господа, я думаю, вы все прекрасно знаете такой сайт, который называется кинопоиск.ру. Его часто используют, чтобы почитать рецензии к фильмам, узнать, что сегодня посмотреть вечерком, отзывы и вообще все новинки из киноиндустрии. А теперь еще Кинопоиск и запустил онлайн-кинотеатр. Там можно смотреть фильмы по подписке, называется он Кинопоиск HD. То есть теперь не нужно искать, где смотреть и как скачать. Все можно тут. Например, в мобильном приложении Кинопоиска можно скачивать многие фильмы и сериалы, а значит, что смотреть их можно без интернета. Так что проходите по ссылкам в описании и обнаружите там подборочку фильмов лично от меня. Будет что посмотреть вечерком. И что примечательно, подписка на Кинопоиск HD в первый месяц всем вновь зарегистрировавшимся пользователям будет стоить всего 1 рубль. Символически почти бесплатно. Но это еще не все. Вы также получаете бонусы Яндекс.Плюс, такие как бесплатный доступ к Яндекс.Музыке, скидки на Яндекс.Такси и многое другое. Господа, как вы помните, недавно я продал свой Range Rover Sport SVR. И стал вопрос о том, какую же тачку брать следующей. И несмотря на все то, что у меня уже есть 10 машин, но они все немного специфические, вы понимаете. Одна из них создана для оффроуда, вторая для скорости, третья просто корчи, и в итоге нету того, на чем можно ездить каждый день. А мне нужно, чтобы у дома каждое утро меня ждала машина, которая вместе со мной возьмет на себя все тяготы дня. Будет проезжать по 100-200 километров и быть максимально комфортной, максимально универсальной, на которой можно возить цемент, за которой можно таскать Бентли, на которой можно проехать слегка по лесу или просто отдохнуть. И, безусловно, сейчас можно, знаете, навеять какую-то нереальную интригу, типа, что же взял себе Костя? Но ведь адепты канала, да и просто нормальные люди прекрасно знают, что однажды, сев на Range Rover, следующей машиной можно купить только... Если б ты был городом, я бы осталась тебе навечно. Пока мы с тобою молоды, я хочу обнимать твои крепкие плечи. Если б ты был городом, я бы осталась тебе навечно. Пока мы с тобою молоды, я хочу обнимать твои крепкие плечи. Если б ты был городом, я бы осталась тебе навечно. Пока мы с тобою молоды, я хочу обнимать твои крепкие плечи. Во-первых, как мы видели и как, когда я уже покупал новые машины, их всегда выдают в некой, на выдаче, да, то есть есть отдельная комната, куда вас запускают, там, наверное, красивая, приятная обстановка, играет музыка. Нет, Land Rover вы просто снимаете с подъемника и уезжаете на нем в светлое будущее. Это раз. Два. Интересная психологическая фишка. Чтобы вы понимали, я уже, по-моему, говорил об этом на стрим-канале, и также было с SVR, который я покупал. Сзади не моя машина. Абсолютно. Это просто очередная машина из пресс-парка, которую мы снимем и, вероятно, через 2 недели кому-то отдадим. То есть ее можно потрогать. Для меня не новость, что можно на любой, в принципе, новой, самой дорогой машине завестись, выехать с дилера, дубасить на ней, делать что хочешь, но потом в конце ее придется отдать. Вот ровно такое ощущение у меня сейчас за моей спиной стоит просто очередной Range Rover, на который мы в очередной раз снимем обзор. Единственное, что, когда вот нам показали, когда он еще только приехал, а ПТС-ки от него не было, и я уже посидел в нем, завел и посигналил, и вот эти 3 дня, пока шла ПТС-ка, конечно, были мучительные, потому что мне уже очень хотелось просто поездить на этом Range Rover. Ну, потому что ездить на Range Rover это всегда круто. Любому человеку дай Range Rover, и он захочет на нем поездить. Но то, что он мой, пока нет. Когда он станет мой, я скину вам официальный пост в Инстаграме, что да, он мой. Теперь вы об этом знаете. Я пока еще с этим не смирился. Сейчас все, что нужно, это взять, запустить его. Он даже не заведется сейчас, кстати. Итак, мы сели в новый Range Rover, естественно, он не заводится. Потому что он электрический. А вы что думали? Камеру вырубай. Так, сейчас должна лагануть камера. Она все так же лагает, поди, да? Да, задержка есть, прекрасно. Все как мы любим. Все как мы любим. Дан-дан-дан. Чинно, не спеша, да? Конечно, куда нам? Мы уже успели. Вот и жабры, а вот и асфальт. Надо с него жабры скрутить, и тогда все будет прямо. Жабры и колеса. Угу, да, спасибо. Оба ключа. Да и, собственно, и все. Доки у нас есть. Спасибо вам огромное. Да не за что.
Если будут вопросы, набирайте. Конечно. Ну чё? Походу все. Теперь точно мое, да? Это можно убрать. Допустим, сюда. Так вот как-то неловко забраться. Знаешь, что самое первое нужно сделать в этой тачке? Вместо вот этого правого дисплея сейчас выставить, чтобы здесь был тахометр. Потому что нет ничего более таращащего, чем ездить на нуле оборотов. Вот это прям прикольно. Это ж такой замес. Во! Все. Теперь у нас справа тахометр, а слева у нас спидометр. И у нас теперь с виду как прям обычная себе такая бензинка. У нас от гибридной системы только правый указатель уровня заряда существует. Но он такой же, как уровень топлива, никто даже не вдуплит. И все. И вот теперь наступает просто первые метры на моей тачке. Тихо. Я причем даже не настроил сиденье. Мне, честно, неудобно сидеть, но мне хочется, очень хочется поехать. Потому что такой кайф еще ездить вот в этом вот режиме. Ты включаешь драйв. Смотри, мы едем. На тахометре 0. Мы как ехали, так и едем. Ничего не происходит. Вот это супер кайф. Вот это пхев. Почему я не взял V8 дизель или 5? Как он едет, как он сейчас перевалился. Ты почувствовал это? Вот это вот. Это просто, это божественный автомобиль. Я так ждала тебя, Вова, а? Как он едет, как это все замечательно. Мы сразу встали в пробку, но нас это не расстроит. Мы на Range Rover. Смотри, он не заводится. Я купил новую машину, которая не заводится, и это по плану. Просто едет. Это так офигенно. И только поэтому я взял его, а не 5-литровый компрессор, V8 дизель, да что угодно можно было взять еще, но я выбрал эту тачку только ради этих ощущений. Это новые ощущения. Когда ты покупаешь новую машину, тебе хочется чего-то нового. Представьте, если бы я выбрал 5-литровый компрессор, я бы после СВР, после такого же мотора пересел бы на этот же мотор, и я подумал, ну и что в этом такого? Я на этом езжу уже последние 3 года, и как бы да, а здесь оно все, вот он просто стелит. Блин, какой он прикольный! Вообще, как он едет замечательно, как все лагает, ска, просто отлично. Есть наконец-то меню «Мой электромобиль», в котором мы можем все это смотреть. Да, режима повышенной рекуперации, конечно же, здесь нет, как в электромобиле. Но эти все менюшки... Ну, все равно есть некая вторичность, потому что я в этом во всем уже сколько лет варюсь. А, вот как завести двигатель. Смотри, мы можем нажать «Сохранение энергии». И он все равно не заводится. Он же должен как-то... Может, он реально не заводится. Капец. Нет, вот сейчас он заведется. Мы должны поехать, и он должен завести сейчас. Секундочку. Они не забыли подключить бензиновый двигатель, как ты думаешь? Он вообще не заводится. Слушай, ну это бескомпромиссный уровень комфорта. Вот когда ты едешь вот так, без движка, это... Да, все, он есть, да, он существует, там, смотри, 2 литра мои, шестнарик. Кайф. По-моему, ничего не изменилось по звуку. Нет, чуть-чуть есть, да? Короче, да, двигун заработал, все ништяк. Вот здесь даже это все. Да и в топ какой-то двигун, не нужен он нам, глушись нафиг. Еще такая фишка, старт-стоп. Давайте поговорим давайте поговорим о том, ненависть вокруг чего нас объединяет. Каршеринг, налоги, система старт-стоп. Всех бесят эти вещи. И особенно система старт-стоп. Только в этой тачке ты вообще не вдупляешь, как там у тебя работает сочетание этих моторов. Вот мы сейчас, мы встали, мотор заглох, мы поехали, а он не завелся. И через это тебя даже система старт-стоп здесь не бесит, потому что он сам как-то там калькулирует, какой ему сейчас мотор нужен. У него всегда есть пинок с места за счет того, что даже если бензиновый двигатель-то работает, старт-стоп в нем включился, то у электрического старт-стопа нет, он всегда готов к экшену в любую секунду. И через это единственная машина, на которой старт-стоп воспринимается прямо хорошо. Хорошо. Не, пацаны, я просто вам хочу сейчас вот сам, даже вот не зрители, вот чисто Владян, Никитос. У меня все нормально. Но если у вас как бы были какие-то сомнения, я напоминаю вам, что у меня по-прежнему сейчас вот прям все стало очень нормально. Раз прикуриватель, 2 прикуривателя, в бардачке 3 прикуривателя, сзади для задних пассажиров 4 прикуривателя, 5-й прикуриватель еще в подлокотнике и розетка 220 вольт. Сзади 6 человек могут одновременно что-то заряжать. Я не хотел покупать маршрутку.
Итак, мы же, по сути, на электромобиле. Ну, около. Мы сейчас движемся в режиме электромобиля. У нас на электричестве осталось 7 километров. И мы нашли, естественно, электрическую зарядку. В Питере с этим нет. Ну, просто ты везде можешь найти электрическую зарядку, где бы ты ни находился. У меня есть мнение, что мы не сможем от нее зарядить наш автомобиль. Электрический. Условно. Лючочек. Где ты? Есть. Есть. А пистолет у нас, скорее всего, будет... СКА. Вот такой нам не подойдет. Секундочку. Ты понимаешь, насколько он идеален? Лучше тачки нет. Все. Да. Да должен. Но разъем-то подошел. Там чувак идет и по телефону говорит: слышь, прикинь, они тут Range Rover заправляют электричеством. Вот сейчас по телефону базарил. Этот разъем не работает, мне написали. Мы что, отсосали? Но он же есть. Но его нельзя выбрать, потому что он не работает. СКА. Этот разъем не работает. 2, да? А этот перечеркнутый, его даже нельзя выбрать было. Но это не проблема, мы через 5 минут будем у следующей зарядки. Зарядка не работает, да и хуй с ней. У нас есть следующее. Едем. Я буду дома вовремя. А еще я люблю Land Rover. Да, я завелся, поехал назад. Что мне сказала магнитола? Он сказал: да мне по***ть, если честно, братан. Используй зеркало, хуй ты. Чмошник. Рассчитывал, что кто-то что-то включит. Хуяны, давай. Ну реально, как еще это объяснить? Не, ну я доступно же объяснил, да? Я в душе, что там сзади, смотри. И просто вообще. Это классика, ребята. Так должно быть. Это по ГОСТу. Это фиаско. Ну, собственно, так было всегда с Land Rover. Мультимедиа здесь, я вам уже 100 раз это объяснял. Они, по-моему, в этой мультимедиа сделали главную ошибку. Они забыли убрать большую кнопку выключения этого монитора, которая раньше всегда была здесь в углу. Ты просто делаешь бак, и оно все выключается. Вот это было круто. Здесь они это убрали, жаль. Это, ну, я бы воспользовался ей прямо сейчас. Вот, кстати, вам ярчайший пример. Мы приехали на зарядку, и она не работает. Что мы делаем на электромобиле? Что мы делаем здесь? Мы делаем то же самое, что обычно. Мы продолжаем движение. Нам все равно, потому что у нас под капотом еще есть бензиновый двигатель. И в крайнем случае мы даже на нем возьмем и доедем до следующей зарядки. Нам просто положить ровно так же, как камере заднего вида, на то, что ей нужно включаться. Здесь интеллекты Land Rover и Ящера объединились. Здесь всем похуй. Всем просто. Покупателю, продавцу, менеджеру, производителю. Просто вот Land Rover. Обоссаться он крутой. Он вообще реально просто крутой. Ребята, вы берете дизель. Зря. Нет, дизель всем хорош, но какой смысл, когда вот мы движемся, тахометр на нуле, вот это главное, ты всегда ездишь с тахометром на нуле. Лучше ничего не придумать. Мягкий, тихий, почти электрический, около бесплатный. Следующее включение прямо из мира бесплатного электричества. Лента Хасанская. Классическая ситуация, заряд 0, но мы доехали на электро, он 0, все, мы вот в случае электромобиля мы дальше ехать не сможем, а столбик, похоже, тоже не будет работать впереди, потому что это просто... Он тоже не сработает, стопудово, но экран как бы погасший, то есть она не работает. Тихо, СКА. Не, ну тачка на него при этом реагирует, но я думаю, что ничего не произойдет. То есть в случае с электромобилем все, это конец. 0 километров, очередная зарядка не работает, вторая из 2 на сегодня. Ну и типа поздравляю. Что-то Ленэнерго-то походу братишки все-таки слишком поверили в себя. А? Без пары писюнов, мне кажется, у их прекрасного лика не обойдется сегодня. Итак, третья зарядка. Отзывы положительные. У нас все разъемы здесь в наличии. Вроде как должны работать. Она даже светится. То есть в этот раз мы прямо должны быть тем самым электроебом, который успешный. Ну-ка. Он работает. Ну и кто папа? Она реально работает, этих зарядок. Ну, как бы зарядки, как обычно, еще есть те, которые не работают. Ну и как обычно пишут, что заряжаться всего 3 часа.
Но, будь мы на электрическом автомобиле, мы бы до нее просто не доехали. Вернее, мы бы доехали до нее на эвакуаторе. Вы все это видели, да, в прошлых сериях? А здесь мы просто запустили наш бензиновый двигатель, потратили вот столечко топлива. И все, и мы снова цари. Мы бесплатно заряжаемся от зарядки. То есть нам доступны все блага электроёбов и бензиновый двигатель. Вот, это идеально, это просто идеально. То есть я могу ездить в электрорежиме, и если мне это надоело, я просто беру и в нем не езжу. Пхев, ты божество. Это классическая ситуация. Электромобиль подъехал к зарядному устройству. Но здесь уже стоял другой электромобиль. То есть мы. Таким образом, сейчас у того электромобиля проблема. Нет, проблемы нет, потому что, да, девушка вставит свой пистолет и поставит в очередь. И уйдет по делам. А мы, когда отзаряжаемся, свой вернем, и ей пойдет заряд. Но если нужно зарядиться срочно, к примеру, мы бы все обломались. В нашем случае, нам вообще фиолетово было бы, если бы мы подъехали и увидели здесь уже очередь электромобилей. Опять же, мы просто поехали дальше. Вот там классическая ситуация, да, сколько зарядок в Питере, и то на них уже возникает очередь. В принципе. Представьте себе, в Питере около 100 всего электромобилей, на зарядках очередь. Что будет, если их станет 300? Что же ты раньше не появился в моей жизни? Бухал. Достойная профессия. Вот почему я купил себе гибридный Range Rover PHEV. Господа, потому что здесь заправки в Питере есть даже в самом центре, в самом сердце города. За мной Казанский собор. И мы можем здесь бесплатно заряжаться электричеством. И при условии, что вы заехали сюда на электромобиле, с парковкой для вас также бесплатная. Для остальных смертных она стоит 100 рублей в час. Но мы не зря отдали такие бабки. Теперь, знаешь, соточка к соточке СВА и сложилась однажды через 2-3 года. Как знать. При этом я стою здесь совершенно спокойно. Единственное, что, как всегда, на всю эту электрическую тему набросилась Россия. Именно сейчас зарядка не работает. Дело в том, что здесь есть пистолет, вы можете вставить сюда пистолет, это раз. А есть еще вот здесь розетка, Type 2. И если бы у меня с собой был шнур, который нужно докупить, я просто еще не успел, его вставляешь сюда и сюда, то эта штука бы работала. В данном случае вот это сейчас не работает. То есть, как всегда, мы отсосали. В третий день уже зарядки по всему городу, они просто не работают. Но, опять же, вот почему я купил себе PHEV, потому что нас это сейчас не парит. Я просто завожу свой двигатель и буду дома вовремя. Меня абсолютно не беспокоят проблемы электрообов, которые весь день сталкиваются с тем, что они приехали туда, сюда, 3-е, 10-е, 15-е, 25-е, господи. Они просто по пальцам, наверное, знают те зарядки, которые все-таки работают. Или сегодня не на профилактике, или что-то еще случилось. Впрочем, все эти неприятности можно узнать, опять же, заранее в специализированном приложении, а мы просто поехали сюда, чтобы красиво здесь постоять, не платить за парковку и оказаться в видовом месте, прямо за Казанским собором. Средний расход. Как? Ваше предположение? Вот я второй день катаюсь. Средний расход. Да. 7. Допустим, 6,5. 1,4. Потому что огромную часть времени я заряжался дома от розетки, и он почти все время на электродвижке толкается. Он бензин завел пару раз по трассе поддерживать 60, и потом снова заглушился. И у нас еще 11 километров запаса хода. Я вторые сутки катаюсь только на электромоторе. 1,4. Расскажите мне про ваш TSI и DSG, а?
сумме мы получаем автомобиль, который меня устраивает практически по всем параметрам. Конечно, он не идеален, я пока что-то не могу еще разобраться с креслом, и до сих пор не работает функция открывания багажника с вот этого вот. Хотя я ее вроде отдельно заказывал и даже за нее платил, что подозрительно. И гипотетически далее меня должно ожидать светлое будущее. Сейчас надо вот только перезимовать, потому что зимой любой электрокар превращается в тыкву, так же, как и эта машина. И зимой ее гипотетический пробег на аккумуляторе 50 километров превращается типа в 22. То есть практически ничего, но летом, потом и весной, когда все это наступит, это должно расправить крылья. И я, опираясь на опыт эксплуатации Пхева в январе 2019 года, рассчитываю на расход 5, как у Рапида. При динамике до сотни 6,8, что довольно-таки серьезно. Но на сегодня, господа, оказавшись в этой машине на любом сиденье, на заднем, на переднем, на правом, на левом, я абсолютнейше кайфую. То есть это какое-то невероятное сочетание именно того, что я хотел. И повторяюсь еще раз, она не идеальна. Это вообще, можно сказать, дрова. Большие, тяжелые, полуэлектрические на турбошеснаре дрова. И я с вами полностью соглашусь, если вы так напишете. Никаких вопросов, ребята. Но именно эти дрова мне нравятся. Потому что запомните, женимся мы не на самых лучших женщинах, а на те, которые нам подходят. А самых лучших вообще не существует. Спасибо вам огромное, что смотрели это видео. Огромное всем удачи и пока. В январе серия с тюнингом. Потому что он не идеален, но еще хуже ездить на стоке. Самое невыносимое — это ездить на обычном, саном черном Range Rover, как у всех, просто с любого рынка директор едет на точно таком же. Мы положим этому конец в январе.